Глава 91. Попытка. В тайной комнате во дворе, где остановился Хань Ли, пол и стол были усеяны скомканными бумажными шариками, создавая довольно беспорядочное зрелище. На этих смятых клочках бумаги были изображены всевозможные сложные и глубокие рунопостроения, а сам Хань Ли сидел рядом со столом, быстро записывая руны на новые листы бумаги. Спустя несколько мгновений он поднял голову и тяжело вздохнул, откладывая кисть. В последнее время он ломал голову, используя все свои воспоминания и опыт в искусстве построения, чтобы попытаться снять цепи законов со своей зарождающейся души, но, к сожалению, не добился существенного прогресса. Несмотря на то, что он разработал несколько ограничений, которые выглядели так, будто могли снять эти оковы, они были осуществимы только в теории, и после тщательного рассмотрения ни одно из них не было признано жизнеспособным на практике. Самая большая проблема заключалась в том, что он слишком мало знал о 8 цепях закона, которыми была связана его зарождающаяся душа. Если бы он мог выяснить, какой тип силы законов заключен в этих цепях, возможно, появилась бы слабая надежда. Именно в этот момент полоса белого света влетела снаружи и превратилась в талисман голосовой передачи. Хань Ли взял талисман голосовой передачи в руку, а затем ввел в него свое духовное чувство, после чего на его лице появилось выражение радости, и он встал и вышел из комнаты. Вскоре после этого он вернулся с нефритовым ящиком в руке, в котором находилось примерно с десяток нефритовых свитков. Он вытащил один из нефритовых свитков, прижал его к колбу и ввел в него свое духовное чувство. Спустя несколько мгновений его брови слегка нахмурились, когда он отложил нефритовый свиток, а затем повторил процесс с другим нефритовым свитком. Вскоре большая часть нефритовых свитков в ящике уже была изучена, но его брови хмурились все сильнее и сильнее. Эти нефритовые свитки действительно содержали секретные техники, связанные с печатями на зарождающихся душах, и они были более продвинутыми, чем те, что ему приносили раньше, но они все еще были совершенно бесполезны для его нынешнего затруднительного положения. С другой стороны, это не было большим сюрпризом. Ресурсы на острове Темной Завесы были далеко не изобильными, и это, скорее всего, было уже пределом того, что они могли для него сделать. В любом случае, он не возлагал больших надежд на Ло Фэна, поэтому не был слишком разочарован. Похоже, мне придется найти время, чтобы посетить остров Черного Ветра. Подумав об этом, он взял еще один лазурный нефритовый свиток, прежде чем прижать его к колбу. Однако на этот раз, после беглого осмотра, его выражение лица слегка изменилось, и он долго изучал содержимое этого нефритового свитка, прежде чем, наконец, отложить его, когда в его глазах появился проблеск волнения. Нефритовый свиток содержал секретную технику под названием «Небесное очищение, разделяющий источник», и это была секретная техника, предназначенная для запечатывания магической силы, а не зарождающихся душ. Но после некоторых раздумий Хань Ли обнаружил, что эта секретная техника имеет много общего с 8 цепями, которыми была связана его зарождающаяся душа. В конце нефритового свитка была заметка, в которой говорилось, что эта секретная техника была получена из другой секретной техники под названием «Цепи законов, разделяющие источник». Цепи законов, разделяющие источник. Может ли быть, что это те самые оковы, что и на моей зарождающейся душе? Пробормотал про себя Хань Ли. Он не мог быть уверен в этом, но одного этого предположения было достаточно, чтобы сделать эту секретную технику достойной тщательного рассмотрения. Изучая эту секретную технику, возможно, он сможет найти способ снять цепи законов со своей зарождающейся души. Хань Ли взял остальные нефритовые свитки, прежде чем один за другим осмотреть их содержимое, но, к сожалению, они не дали ему ничего полезного. Он сделал глубокий вдох, бросил все остальные нефритовые свитки в свой браслет хранения, а затем взял нефритовый свиток, содержащий секретную технику «Небесное очищение, разделяющее источник», прежде чем снова прижать его к колбу. Через несколько дней Ло Фэн получил от Хань Ли указание собрать список материалов, и это очень обрадовало Ло Фэна, который чувствовал себя довольно неуютно. Несмотря на то, что материалы, которые его попросили собрать, были довольно дорогими, к счастью, требуемые количества были не очень большими, поэтому собрать их не составило большой проблемы. Полгода спустя. Внутри Тихого двора внезапно раздалась серия глухих ударов. Сразу же после этого вокруг двора поднялось около дюжины столбов белого света, которые затем сформировали белый барьер, охвативший всю территорию. После этого вокруг двора появилось обширное пространство желтого света, образовав барьер из желтого света, который соединился с белым. Затем внезапно раздался пронзительный визг, когда вокруг двора появились 7 или 8 больших серебряных флагов, выпустивших бесчисленные серебряные руны, которые сформировали огромное облако серебряного тумана, охватившее всю территорию в радиусе нескольких сотен метров вокруг двора. К этому моменту солнце уже садилось, и весь остров Темной Завесы был залит оранжевым заревом. Ло Фэн и старейшины острова стояли на высокой платформе, глядя издалека на двор, который уже был затоплен серебряным туманом, и на всех их лицах появилось удивленное выражение. Что делает старший Лю, вызывая такую суматоху? Этот вопрос задал Ло Ханьлян, старейшина, которого послали на остров Черного Ветра в поисках секретных техник, который просил Хань Ли.
Нам не нужно пытаться понять, что делает старший Лю, и уж тем более нам не следует задавать вопросы, строгим голосом сказал Ло Фэн. На лице Ло Ханьляна все еще было недоумение, но он ответил: «Слушаюсь, вождь». Старейшины, несмотря на то, что раса Холодного Кристалла не предпринимала никаких дальнейших атак, этот период мира — лишь временное явление. Кроме того, мы все знаем, что раса Холодного Кристалла не единственная сила, нацеленная на наш остров. Прямо сейчас не будет преувеличением сказать, что судьба всего нашего племени полностью лежит на плечах старшего Лю, поэтому мы не можем позволить себе сделать что-либо, что может вызвать его гнев, сказал Ло Фэн с серьезным выражением лица, поворачиваясь к старейшинам. Старейшины поспешно выразили свое согласие. Ло Фэн помолчал, а затем продолжил: «Передайте мои приказы. С этого дня все входные пункты на наш остров должны быть запечатаны. В то же время мы должны увеличить число людей, патрулирующих все части острова в любое время. В последнее время на нашем острове появились подозрительные личности, и мы должны следить за ними. Мы не можем допустить, чтобы личность старшего Лю была раскрыта». Старейшины тут же приняли приказы, прежде чем быстро улететь, оставив Ло Фэна одного. Он продолжал наблюдать за двором Хань Ли издалека, и было неясно, о чем он думает. Тем временем на земле во дворе медленно работал огромный массив. Бесчисленные переплетающиеся серебряные узоры на земле беспорядочно мигали, меняя яркость, а в окружающей области находилось 7 серебряных столбов, все из которых также были покрыты рунами и расположены в конфигурации большой медведицы. Это была установка, очень похожая на массив на платформе сбора звезд храма Царства Истока. Хань Ли сидел, скрестив ноги, в центре массива, совершенно неподвижно. Время медленно шло, и вскоре солнце полностью село, погрузив весь остров во тьму. В эту ночь звезды были особенно яркими и непрестанно мерцали. Хань Ли взглянул на ночное небо, и на его лице появилась слабая улыбка, когда он начал читать заклинание, а затем взмахом руки выпустил печать заклинания на построение. Массив тут же начал излучать мерцающий свет, и по всей территории прокатилась волна огромных колебаний духовной энергии. Несмотря на то, что он установил 3 слоя ограничений во дворе, они все равно не смогли полностью скрыть эти колебания. В этот момент Хань Ли не мог уделить внимание таким тривиальным вопросам, поскольку он быстро сделал серию ручных печатей. Работа построения значительно ускорилась, и большая медведица на ночном небе резко засияла, когда они выпустили лучи яркого звездного света с небес, сходящиеся к двору и образующие 7 столбов звездного света. Вместо того, чтобы приземлиться на Хань Ли, эти столбы звездного света приземлились на 7 серебряных каменных столбов в построении. Все узоры массива на каменных столбах мгновенно загорелись, а сами столбы приобрели блестящий и полупрозрачный вид. По мере того, как сверху продолжал литься звездный свет, узоры на каменных столбах становились все ярче и ярче, и внезапно они начали двигаться, как будто это были живые существа, образуя 7 узоров в форме глаз. Сразу же после этого раздалась серия из 7 глухих ударов, когда из 7 диаграмм в форме глаз вырвался луч звездного света толщиной примерно с большой палец, а затем впрыснул в себя в 7 частей тела Хань Ли, включая его нижнюю часть живота, грудь и глобеллу. Брови Хань Ли слегка нахмурились, когда по его лицу промелькнуло болезненное выражение, а на его нижней части живота появились 7 точек синего звездного света. Звездная сила, вливающаяся в его тело, слегка вспыхнула, а затем превратилась в серию тонких серебряных нитей, которые начали течь по его меридианам. В то же время магическая сила в его дантяне также начала медленно циркулировать по его меридианам. Тонкие нити звездного света и магическая сила Хань Ли текли по его меридианам в унисон, но между ними не возникало никакого конфликта, и они могли мирно сосуществовать. Хань Ли сделал глубокий вдох и сделал ручную печать, из его рук начал исходить белый свет. Затем в его меридианах появились бесчисленные крошечные белые руны, и его магическая сила и звездная сила в его теле были мгновенно охвачены этими белыми рунами, заставляя их одновременно сиять, прежде чем слиться воедино. В результате они сформировали ряд ярких серебряных нитей света, таких же ярких, как молния, и эти нити света начали быстро проноситься по его меридианам, испуская уникальную ауру. Эти нити света были сформированы путем слияния звездной силы и магической силы Хань Ли с помощью секретной техники, и они были созданы с явной целью снять оковы с его зарождающейся души. «Я надеюсь, что это сработает», — пробормотал про себя Хань Ли, после чего нити серебряного света потекли по его меридианам, прежде чем собраться в его дантяне, где они переплелись, образовав серебряную сеть света вокруг зарождающейся души, прежде чем мгновенно сомкнуться со всех сторон. Именно в этот момент Хань Ли активировал свою технику духовного очищения, и его обширное духовное чувство мгновенно заполнило весь его дантянь, сформировав бесчисленные полупрозрачные нити духовного чувства, которые устремились к его зарождающейся душе сквозь просветы в серебряной сети света. Как раз в тот момент, когда серебряная сеть и нити духовного чувства собирались соприкоснуться с зарождающейся душой, раздался слабый жужжащий звук, и эти 8 черных цепей возникли на поверхности тела зарождающейся души во вспышке черного света. Затем цепи начали сильно дрожать, как будто ощущая угрозу, выпуская по всей территории обширное черное облако тумана.
Серебряная сеть света и нити духовного чувства врезались в черный туман с треском и хлопками, и обе стороны быстро уничтожали друг друга. Через неопределенный промежуток времени, по мере того, как появлялось все больше и больше серебряных нитей света и нитей духовного чувства, черный туман постепенно разрывался на части. Наконец, некоторые из нитей духовного чувства и серебряного света смогли прорваться сквозь туман, прежде чем ударить по черным цепям. Черные цепи сильно задрожали, и черный свет, сияющий на их поверхности, быстро потускнел. Увидев это, сердце Хань Ли наполнилось радостью. Казалось, серебряные нити света эффективны против черных цепей. Подумав об этом, его нити духовного чувства по его команде превратились в серию полупрозрачных клинков, а затем с неистовой силой обрушились на черные цепи. Раздался ряд громких ударов, и полупрозрачные клинки мгновенно разлетелись на осколки света при соприкосновении с черными цепями, но дрожь цепей также становилась все более и более выраженной. Именно в этот момент 8 черных цепей одновременно яростно зашуршали, со слышимым стуком ударяясь друг о друга, прежде чем резко загореться. Затем из цепей возникли бесчисленные крошечные черные руны, чтобы отразить нити духовного чувства. Нити серебряного света также были окутаны бесчисленными черными рунами, прежде чем, казалось бы, растаяли, и черные цепи, которые слегка потускнели, быстро вернулись в свое первоначальное состояние. Глава 92, 9 цепь. Выражение лица Хань Ли слегка омрачилось при виде такого резкого поворота событий, но затем он быстро взял себя в руки. Учитывая, насколько странными были эти черные цепи, следовало ожидать, что их не так-то просто снять. Переведя дух, он начал новую атаку, и еще более плотное пространство нитей серебряного света непрерывно хлынуло в его дантянь, прежде чем устремиться к черным цепям. Раздался ряд громких тресков и хлопков, и серебряные нити света все еще мгновенно разбивались при соприкосновении с черными цепями, но сами цепи также постоянно ослабевали. Тем временем клинки, образованные духовным чувством Хань Ли, продолжали обрушиваться вниз. Перед лицом этих волн атак черные руны вокруг цепей становились все тусклее и тусклее. Однако Хань Ли не был так уж рад этому. Черные руны истончались, но к этому моменту его магическая сила также была близка к истощению. Несмотря на то, что он основательно подготовился, накопив максимальное количество магической силы, которое мог в своем дантяне и во всех своих органах, казалось, что этого все еще далеко недостаточно. Хань Ли издал низкий рев, когда он задействовал всю свою оставшуюся магическую силу, заставив все серебряные нити света в его дантяне в одно мгновение превратиться в 8 светящихся ладоней серебряного света. Серебряные ладони прошли сквозь оставшиеся черные руны, а затем схватили 8 черных цепей, прежде чем сильно потянуть. Черные цепи мгновенно натянулись, и острая боль пронзила зарождающуюся душу Хань Ли. Хань Ли крепко стиснул зубы, но в его сердце зародилось чувство волнения. С тех пор, как его зарождающаяся душа была запечатана этими черными цепями, он вообще не мог ее чувствовать, но теперь он, наконец, восстановил с ней какую-то связь. Он немедленно активировал свою технику очищения духа до предела своих возможностей, и все его духовное чувство хлынуло в его дантянь, прежде чем разделиться на две части, сформировав пару полупрозрачных гигантских топоров во вспышке света. Затем из серебряных ладоней вырвалось несколько молний серебряного света, которые обвили рукояти гигантских топоров, а затем подняли их, прежде чем с огромной силой опустить вниз, чтобы ударить по натянутым черным цепям. Раздался оглушительный грохот, когда черная цепь сильно задрожала, и в том месте, где ее ударил топор, появилась серия трещин. Хань Ли был в восторге от этого и снова обрушил гигантский топор. Именно в этот момент вокруг него возникли пространственные колебания. Из ниоткуда появилась черная цепь, а затем во вспышке исчезла в его теле, прежде чем он успел что-либо сделать. Окружающий строй звездного света совершенно не смог помешать черной цепи. Попав в тело Хань Ли, черная цепь во вспышке обвила его зарождающуюся душу, соединившись с остальными 8 цепями. Затем на поверхности 9 черных цепей возникли бесчисленные черные руны, и они выпустили вспышки ослепительного черного света, который мгновенно пронзил серебряные руки, сжимающие цепи, заставив их рассыпаться в небытие. Пара гигантских топоров также мгновенно разлетелась на части при соприкосновении с цепями, рассыпавшись на бесчисленные точки полупрозрачного света. Тем временем в зале глубоко в пустыне в царстве бессмертных. Человек, похожий на зомби, вытянул перед собой одну руку, и все его тело было окутано ослепительным черным светом, внутри которого непрерывно мигали бесчисленные черные руны. Цепи вокруг него дико танцевали, как бесчисленные щупальца, врезаясь в пол и стены, вызывая оглушительный шум. Затем человек, похожий на зомби, опустил поднятую руку, и черный свет, исходящий от его тела, быстро утих, а цепи вокруг него также успокоились и упали на землю. «Зная, что ты мой ученик, я помогу тебе в последний раз», пробормотал про себя человек, похожий на зомби, а затем закрыл глаза. Во дворе Хань Ли мгновенно вскочил на ноги, прежде чем осмотреть свое окружение, его глаза вспыхнули синим светом, а на лице появилось яростное выражение.
В то же время он без колебаний высвободил свое духовное чувство, мгновенно охватив область в радиусе 1000 километров вокруг острова Темной Завесы, но в конце концов ничего не смог обнаружить. Немного погодя, он медленно сел обратно с мрачным выражением лица. Черная цепь, которая только что внезапно появилась, должно быть, была послана издалека чрезвычайно могущественным человеком. Казалось, тот, кто наложил эту печать на его зарождающуюся душу, был гораздо более грозным, чем он себе представлял. Внезапно Хань Ли пришла в голову мысль, и он поспешно снова ввел свое огромное духовное чувство в свой дантянь, сформировав слой полупрозрачного света, который окутал его зарождающуюся душу. Возможно, это было всего лишь тщетное усилие, но он надеялся, что это поможет разорвать какую-то связь между его зарождающейся душой и внешним миром. Сделав все это, Хань Ли снова сел, скрестив ноги, а затем перевернул руку, чтобы достать траву облачного журавля, которой было несколько тысяч лет, прежде чем проглотить ее. Несмотря на то, что его последняя попытка в конечном итоге провалилась, его очень воодушевило то, что этот метод действительно давал ему возможность избавиться от этих черных цепей. Черная цепь, которая в конце концов появилась из ниоткуда, сорвала его планы, но пока у него было достаточно магической силы, чтобы поддержать его усилия, даже с добавлением этой новой цепи, он был уверен, что сможет прорваться сквозь это ограничение. Месяц спустя, в тихом дворе на острове Темной Завесы. 7 массивных столбов белого света тянулись с небес, охватывая весь двор. Хань Ли сидел, скрестив ноги и закрыв глаза, во дворе, и бесчисленные точки белого света медленно танцевали вокруг него, как светлячки, время от времени соприкасаясь с его кожей, только чтобы быстро снова взлететь в воздух. В этот момент двор был покрыт тонкой пеленой белого света, но она испускала вспышки мягких, но чрезвычайно богатых колебаний звездной силы. Именно в этот момент 7 точек синего света на груди и животе Хань Ли постепенно исчезли, а белый свет вокруг него также медленно рассеялся, в то время как 7 столбов света, спускающихся с ночного неба, быстро растворились. Он медленно открыл глаза, чтобы посмотреть на звездное ночное небо, и на его лице появилась кривая улыбка, когда он пробормотал себе под нос. Как и ожидалось, это не сработало. В течение прошедшего месяца он исследовал несколько методов, чтобы попытаться увеличить количество магической силы в своем теле, но ни один из них не дал результатов. В течение последних нескольких дней он начал продолжать совершенствовать свое искусство происхождения большой медведицы, пытаясь найти способ еще больше продвинуть свое искусство происхождения очищения органов. Однако, несмотря на то, что он все еще мог черпать звездную силу с небес, 7 глубоких апертур в его теле уже были полностью заполнены и не могли поглощать больше звездной силы. Хань Ли вздохнул, продолжая смотреть на искусство происхождения большой медведицы в ночном небе, и его зрение постепенно начало затуманиваться, из-за чего ему казалось, что несколько звезд в большой медведице вот-вот сольются воедино. Именно в этот момент ему внезапно пришла в голову мысль: если он не может увеличить количество магической силы в своем теле, то почему бы ему просто не создать аватара? Хань Ли погладил подбородок, когда начал тщательно обдумывать эту идею. Использование аватара для культивирования и накопления магической силы позволит ему обойти проблемы, связанные с запечатанной зарождающейся душой. Пока его аватар сможет обеспечить его достаточным количеством магической силы, он сможет снять эти надоедливые черные цепи. Однако, где ему взять аватара, Хань Ли ранее совершенствовал искусство формирования глубокого зарождения и однажды успешно совершенствовал зарождение древесного духа, но это искусство культивации требовало очищения второй зарождающейся души, что было процессом, который не только требовал выполнения очень строгих предварительных условий, но и затрат огромного количества времени и энергии, которых он сейчас не мог себе позволить тратить. Из всех других известных ему техник аватара, все они также требовали больших затрат времени, поэтому они также были для него неосуществимы. Как раз в тот момент, когда он чувствовал себя озадаченным этим затруднительным положением, ему на ум внезапно пришла мысль о той голове в запретной зоне на острове Темной Завесы, и его глаза тут же загорелись. Подождите, аватар земного божества — это тоже аватар. Подумав об этом, Хань Ли немедленно встал с земли, а затем взмахнул рукой в воздухе, чтобы выпустить полосу света из своего рукава, которая устремилась к определенной части острова. Через несколько минут в запретной подводной зоне, расположенной в северо-западной части острова Темной Завесы, появились 2 фигуры. Одним из них был Хань Ли, а сопровождал его Ло Фэн с недоумевающим выражением лица. Он только что культивировал в своем пещерном жилище, когда внезапно получил талисман голосовой передачи, и он мгновенно отправился в подводную пещеру, как ему было приказано, но он понятия не имел, почему его сюда вызвали. «Есть что-нибудь, что я могу для вас сделать, старший Лю?» — спросил он. «Мне нужно кое-что у вас спросить позже», — кратко ответил Хань Ли, не давая никаких дальнейших объяснений. После этого он подошел к каменной платформе, прежде чем протянуть руку и поднять синюю голову статуи. После того, как он некоторое время осмотрел голову, в его глазах вспыхнул синий свет, и он протянул палец к глобелле головы. Ло Фэн был очень встревожен, увидев это, и его охватило инстинктивное желание остановить Хань Ли, но в конце концов он ничего не сделал, просто оставшись на месте слегка приоткрытым ртом и наклонившимся вперед телом.
В то мгновение, когда кончик пальца Хань Ли соприкоснулся с лбом статуи, на голове статуи появилась вспышка света, невидимая невооруженным глазом, прежде чем хлынуть в воздух, как рябь воды. Вспышка света не была очень яркой и не несла в себе разрушительной силы, но в тот момент, когда она соприкоснулась с телом Хань Ли, он тут же вздрогнул, и на его лице появилось недоверчивое выражение. К его удивлению, цепи внутри тела его зарождающейся души слабо резонировали с этой вспышкой света, слегка покачиваясь, когда свет продолжал расходиться кругами в воздухе. После краткого раздумья рука Хань Ли внезапно загорелась вспышкой лазурного света, и из кончика его пальца вырвалась струйка чистой магической силы, прежде чем проникнуть в голову статуи. Казалось, что внутри головы статуи внезапно поднялась буря, и безграничная сила веры хлынула и яростно забурлила, выпустив несколько вспышек светло-синей магической силы, которая столкнулась непосредственно с лазурной магической силой, которую только что выпустил Хань Ли. Лазурная магическая сила была очень чистой, но ее была всего лишь крошечная струйка, и она мгновенно рассеялась при соприкосновении. Хань Ли был в восторге, увидев эти вспышки синей магической силы, и он убрал кончик пальца с головы статуи, прежде чем повернуться к Ло Фену и спросить, что касается аватара земного божества бога-предка вашего острова Темной Завесы, обладал ли он какими-либо другими способностями, помимо способности использовать силу законов? К этому моменту голова статуи вернулась в нормальное состояние, как и все остальное в подводной пещере. Ло Фен был очень рад видеть, что голова статуи не пострадала, и он ответил, аватар земного божества бога-предка Ло Мэна не обладал зарождающейся душой, но он мог использовать другие способности, преобразуя силу веры в магическую силу. Глава 93. Необходимые условия. Понятно, пробормотал Хань Ли про себя с задумчивым выражением лица. Итак, было подтверждено, что аватар земного божества не только способен проявлять силу законов, используя силу веры, но также может преобразовывать силу веры в магическую силу. Следовательно, если он начнет следовать пути земного бессмертного и очистит свой собственный аватар земного божества, есть шанс, что он сможет использовать этого аватара, чтобы помочь себе снять ограничения со своей зарождающейся души. Более того, судя по слабому резонансу, который сила веры в голове статуи проявила с цепями в его зарождающейся душе, казалось, что очищение аватара земного божества будет иметь некоторые дополнительные неожиданные преимущества, которые помогут ему в его стремлении освободить свою зарождающуюся душу. Однако это все еще будет довольно хлопотный путь. В конце концов, как только он встанет на этот путь, возникнет риск того, что его магическая сила будет загрязнена силой веры, и если он не будет осторожен, то может навсегда остаться земным бессмертным. Однако, безусловно, не исключено, что он будет идти по этому пути, пока его зарождающаяся душа не будет освобождена, принимая меры, чтобы гарантировать, что его магическая сила останется незагрязненной силой веры в течение этого процесса, а затем откажется от этого пути и будет следовать другим путям совершенствования. Внешне Хань Ли казался довольно спокойным, но внутри он испытывал сильные противоречия. Через некоторое время Хань Ли повернулся к Ло Фену и сказал: в библиотеке Писаний было довольно много информации, касающихся земных бессмертных, но большинство из них были лишь вводными текстами, которые на самом деле не описывают, как можно следовать пути совершенствования в качестве земного бессмертного. Вы что-нибудь знаете об этом? Вождь Ло Фен был несколько озадачен, услышав это. Может ли быть, что вы тоже заинтересованы в том, чтобы следовать по этому пути, старший Лю? Просто расскажите мне, что вы знаете на данный момент, двусмысленно ответил Хань Ли. Вообще говоря, большинство земных бессмертных предпочитают стать сущностью, подобной богу-предку нашего племени, а затем со временем, из поколения в поколение, бог-предок медленно накапливает силу веры через своих последователей, и только после того, как процесс накопления и акклиматизации завершится, они смогут по-настоящему следовать пути совершенствования в качестве земного бессмертного, объяснил Ло Фен. Силу веры могут давать только прямые потомки? Спросил Хань Ли, приподняв бровь. Другие люди также могут предоставлять силу поклонения, но, вообще говоря, сила поклонения, которую они предоставляют, будет довольно нечистой, что делает практически невозможным ее использование для богов-предков, которые еще не стали земными бессмертными. Напротив, сила поклонения от прямых потомков будет самой преданной, и она также будет иметь наивысший уровень совместимости с богом-предком. Со временем число потомков, естественно, увеличится, поэтому большинство людей, следующих по этому пути, предпочитают сначала потратить некоторое время на расширение своих кланов, объяснил Ло Фен. Понятно. Продолжайте, попросил Хань Ли. В связи с тем, что скорость совершенствования земного бессмертного и сила законов, которые он проявляет, зависит от того, сколько силы веры он способен использовать. Для того, чтобы ускорить свое продвижение, он должен постоянно расширять свою территорию, а также обеспечивать себе как можно больше ресурсов. Только тогда он сможет производить больше потомков и расширять свои кланы как можно быстрее. Ло Фен в настоящее время обладал самой продвинутой базой культивации из всех местных жителей острова Темной Завесы, и он уже очень долго совершенствовался в море Черного Ветра, поэтому он был довольно хорошо осведомлен о процессе становления земным бессмертным и о шагах, которые необходимо предпринять для дальнейшего продвижения.
Однако Хань Ли не мог не почувствовать легкого разочарования, услышав описание Ло Фэна. Следовать пути земного бессмертного было не так просто, как он себе представлял, и, учитывая его нынешнее положение, он никак не мог посвятить продолжительное время развитию большого клана. Что касается будущего расширения территории, то это, несомненно, затронет интересы других богов-предков, поэтому он неизбежно окажется втянутым в постоянный круговорот конфликтов, а это определенно не то, с чем ему хотелось бы иметь дело. «Есть ли еще какие-нибудь способы следовать по этому пути, вождь Ло?» — спросил Хань Ли. «Есть способ, который позволяет стать земным бессмертным, не идя по пути бога-предка», — ответил Ло Фэн после недолгого колебания. «Я полагаю, что должны быть выполнены некоторые особые требования, верно?» — спросил Хань Ли. Действительно. Почти все культиваторы высокого уровня во всем море Черного Ветра слышали об этом методе, который позволяет напрямую совершенствоваться в качестве земного бессмертного, но едва ли кому-нибудь удавалось успешно пройти по этому пути, потому что сначала должны быть выполнены два предварительных условия, ответил Ло Фэн с кривой улыбкой. «Продолжайте», — попросил Хань Ли. Первое предварительное условие заключается в том, что аватар земного божества, используемый культиватором, не может быть создан с использованием обычных материалов. Вместо этого он должен быть очищен с использованием чего-то, что изначально пропитано силой законов. Второе предварительное условие заключается в том, что используемое искусство совершенствования земного бессмертного должно быть таким, которое позволяет культиватору напрямую перескочить через стадию бога-предка, поэтому, по сути, это должно быть искусство совершенствования земного бессмертного высокого уровня, которое напрямую использует нечистую силу поклонения обычных людей, пообъяснил Ло Фэн. Брови Хань Ли слегка нахмурились, когда он услышал это. По правде говоря, наше племя не только не обладает искусством совершенствования земного бессмертного высокого уровня, но и, скорее всего, их не так много во всем море Черного Ветра. Что касается материалов, необходимых для создания аватара земного божества, то бог-предок Ло Мэн в прошлом оставил на острове некоторые материалы, но с моими ограниченными знаниями, большинство из них — это материалы, которые я не узнаю, поэтому я не уверен, содержат ли какие-либо из них силу законов. Если хотите, я могу отвезти вас осмотреть эти материалы лично, предложил Ло Фэн. «Пожалуйста, ведите, вождь Ло», — ответил Хань Ли, кивнув. Таким образом, они оба быстро покинули запретную зону, и вскоре после этого появились в подземной тайной комнате. Тайная комната была не очень большой, и внутри нее находилось около дюжины деревянных полок, на которых было размещено множество материалов, в том числе материалы демонических зверей, некоторые духовные лекарства и некоторые виды руды. Эти предметы казались довольно редкими, но это было только для культиваторов в стадии пространственного закаливания и интеграции тела. Ло Фэн явно тоже это понимал, и он провел Хань Ли прямо к зеленой нефритовой полке в самом конце тайной комнаты. Нефритовая полка была полностью окутана слоем синего света, и на полке была видна небольшая коллекция предметов. «Это все, что оставил после себя бог-предок Ло Мэн, старший Лю», — сказал Ло Фэн. Затем он вытащил синий значок, чтобы выпустить вспышку синего света, которая мгновенно рассеяла барьер из синего света вокруг полки во вспышке. С удалением барьера из синего света выяснилось, что большинство предметов на полке представляли собой своего рода круглую черную руду, которая испускала своеобразные ледниковые колебания, указывая на то, что это, по-видимому, какой-то особый материал. Помимо этих кусков руды, была разрозненная коллекция предметов, в том числе несколько оранжевых кусков дерева, испускающих слабый аромат, кусок золотой руды, пара сломанных сокровищ в виде алебарды и белый нефритовый значок размером с ладонь. Хань Ли взял эти предметы один за другим, и после тщательного осмотра он не мог не покачать головой в разочаровании. Он смог опознать оранжевое дерево и золотую руду как два типа драгоценных материалов для изготовления инструментов. Он не узнал черную руду, но в любом случае в ней явно не было силы законов. Что касается пары алебард, то в прошлом они были бы мощным набором духовных сокровищ, но по какой-то причине их духовная природа сильно ослабла, поэтому они были далеко не такими мощными, как когда-то. Ло Фэн не мог не сдать легкий вздох, увидев разочарованное выражение лица Хань Ли. Он надеялся, что Хань Ли сможет стать земным бессмертным. Таким образом, он не сможет покинуть море Черного Ветра и будет вынужден остаться на острове Темной Завесы. При наличии достаточного времени клан Ло сможет произвести нового бога-предка. Если бы не эта возможность, он ни за что бы так легко не привел сюда Хань Ли. Именно в этот момент белый нефритовый значок на полке, похоже, привлек внимание Хань Ли. Ло Фэн был несколько озадачен, увидев это. В этом значке есть что-то особенное, старший Лю. Он бесчисленное количество раз осматривал все предметы здесь раньше, и он никогда не замечал ничего особенного в нефритовом значке. Хань Ли не сразу ответил. Вместо этого он еще некоторое время внимательно изучал нефритовый значок, прежде чем ответить. «Я не могу сразу сказать наверняка, но в этом значке что-то есть. Я заберу его с собой для дальнейшего изучения». «Никаких проблем», — тут же ответил Ло Фэн.
Кроме того, мне придется побеспокоить вас, чтобы вы следили за искусством совершенствования земного бессмертного высокого уровня и материалами, пропитанными силой законов. Немедленно сообщите мне, если что-нибудь найдете, поручил Ханли. Будьте уверены, старший Лю, вы можете на меня рассчитывать, ответил Ло Фэн. Немного погодя, Ханли вернулся в тайную комнату во дворе, где он остановился, и сел на свой футон с задумчивым взглядом. Если он хотел снять печать со своей зарождающейся души в короткие сроки, казалось, что единственным возможным решением было следовать этому неортодоксальному пути земного бессмертного. Однако сначала ему нужно было выполнить два предварительных условия. Море Черного ветра было огромным, и в нем было несколько тайных регионов. Эти регионы были чрезвычайно опасными местами, но в них также обитали некоторые редкие материалы и экзотические демонические звери, поэтому, возможно, там можно было найти некоторые материалы, пропитанные силой законов. Подумав об этом, ему внезапно пришла в голову мысль, и он перевернул руку, чтобы достать определенный предмет. Это был глаз одноглазого гиганта, которого он убил в том таинственном пузыре. Свет, испускаемый глазом, был способен значительно замедлить цель, и это произвело на него глубокое впечатление. Он уже осматривал этот предмет раньше, но тогда у него было довольно мало времени, поэтому он не смог провести очень тщательное исследование. Если этот глаз содержит намек на силу законов, то это сэкономит ему много усилий. Он начал читать заклинание, и в его глазах вспыхнул синий свет, а на его глобелле появился глаз разрушения закона. 3 глаза одновременно загорелись, прежде чем каждый из них выпустил луч света, 2 синих и 1 черный, которые сошлись в одной точке, прежде чем медленно слиться воедино. Затем Ханли начал делать серию ручных печатей, и 3 луча света быстро слились воедино, образовав черно-синее глазное яблоко, которое испускало волны черного и синего света, окутавший глаз, который он держал. В то же время он также высвободил свое духовное чувство, проявив серию нитей духовного чувства, которые окутали глаз, прежде чем проникнуть в него. Спустя несколько мгновений в сердце Хань-Ли зародилось чувство радости. Благодаря исследованию своего духовного чувства он сделал несколько обнадеживающих открытий. Глубоко внутри глаза находилось несколько чрезвычайно слабых точек белого света. Сделав это наблюдение, Хань-Ли немедленно превратил свои нити духовного чувства в облако тумана, чтобы он мог лучше рассмотреть эти точки белого света. Немного погодя, он открыл глаза, и в них промелькнуло нечто большее, чем намек на волнение. Это было очень слабо, но он был уверен, что эти точки белого света содержат намек на колебания закона. Глава 94. Последние слова бога-предка. Хань-Ли подавил волнение в сердце, размышляя о том, как действовать дальше. Как он и предполагал, лучи света, испускаемые одноглазым гигантом, действительно были пропитаны силой законов. Однако он все еще не был уверен, какого именно типа. Учитывая, что большинство способностей гиганта были связаны с Землей и гравитацией, Хань-Ли предположил, что в глазу заключена сила гравитационных законов ответвления законов Земли. В конечном счете, для Хань-Ли это не имело значения. Важно было лишь то, что он нашел предмет, содержащий силу законов. Черно-синий глаз перед ним рассеялся по его воле, и на лице Хань-Ли появилось усталое выражение. Он достал траву облачного журавля и съел ее, чтобы восполнить запасы магической силы, затем вернул глаз в свое хранилище. После этого он извлек другой предмет, орех с человеческим лицом, который он уже кратко исследовал своим духовным чувством. Сжав губы, он снова начал читать заклинание. Его глаза и глаз разрушения закона на лбу выпустили вспышки света, образуя тот же черно-синий глаз. Черно-синие волны окутали орех, и нити духовного чувства снова проникли внутрь. Время шло, и когда Хань-Ли открыл глаза, на его лице появилась слабая улыбка. Черно-синий глаз исчез во вспышке, и его духовное чувство отступило из ореха. Он съел еще одну траву облачного журавля, затем с радостью в глазах повертел орех в руке. Сигнал был очень слабым, но он был уверен, что ощутил в орехе след законов Земли. После этого он достал еще несколько орехов с человеческим лицом и проверил их один за другим. Результат был тем же. Казалось, ему невероятно повезло, учитывая, что эти орехи он получил совершенно случайно в межпространственном разломе. Итак, одно из условий для культивации земного бессмертного выполнено, но мне нужно тщательно подумать, что выбрать глаз или орех, подумал Хань-Ли, прищурившись. Согласно информации, полученной от Ло Фэна, тип закона, который будет проявлять аватар земного божества, во многом зависел от того, какая сила законов заключена в материалах, использованных для создания статуи. Более того, этот особый аватар земного божества будет иметь прямую связь с типом силы законов, заключенной в материале. Однако Хань-Ли быстро покачал головой, отгоняя эти мысли. Было еще слишком рано об этом думать. Его главной задачей на данный момент было найти искусство совершенствования земного бессмертного высокого уровня. Он бережно убрал орех с человеческим лицом,
затем достал другой предмет — белый нефритовый значок. Синий свет вспыхнул в его глазах. С помощью глаз духовного прозрения он увидел, что белый нефритовый значок окутан слабым слоем синего света. Этот слой синего света вызвал у Хань Ли странное чувство, указывая на то, что это определенно необычное ограничение. В синем свете виднелись волнистые проекции, пропитанные следами колебаний водного атрибута. Было ясно, что это ограничение наложил бог-предок Ло Мэн, но, похоже, Ло Фэн и другие совершенно не могли его обнаружить. В глазах Хань Ли промелькнул интерес. Он быстро щелкнул пальцами, выпуская около дюжины полос белого света, которые приземлились вокруг него, превращаясь в белые флаги формирования. Ослепительный белый свет исходил от флагов, образуя вращающийся белый массив в форме цветка лотоса. Хань Ли подбросил белый нефритовый значок в воздух, и тот мгновенно оказался пойманным белым построением, зависнув над ним в воздухе. Затем он сложил печать руками и выпустил серию рунических печатей. Из массива цветка лотоса появились бесчисленные белые руны, которые устремились к нефритовому значку и с яростью хлынули в него. Слой синего света на поверхности значка тут же засиял ярче, пытаясь отразить белые руны, но под управлением Хань Ли руны постоянно меняли форму и атаковали слой синего света с разных углов, постепенно прорывая ограничения и проникая в значок. Ограничение, наложенное на белый нефритовый значок, было не из легких, но, к счастью, Хань Ли был экспертом в массивах и ограничениях. Его огромное духовное чувство и глаза духовного прозрения позволили ему выявить слабое место в ограничении, что дало ему значительное преимущество. Время шло, слой синего света на значке становился все тусклее, и вскоре от него осталась лишь тонкая пленка. В этот момент Хань Ли внезапно ускорил движение своих рук, и белый массив цветка лотоса резко засиял, выпуская бесчисленные белые руны. Все руны слились воедино, образуя около дюжины острых белых шипов, которые силой вонзились в нефритовый значок. Наконец, слой синего света на значке вспыхнул в последний раз и распался. Глаза Хань Ли тут же загорелись, но как только он собрался схватить значок, некоторые руны на нем внезапно пришли в движение, словно живые существа. В следующее мгновение из значка вырвался ослепительный белый свет, образуя белые облака, из которых доносился непрерывный грохот грома. Хань Ли был встревожен этим и тут же вскочил на ноги. Большие белые облака продолжали вырываться из нефритового значка и вращаться вокруг него, быстро формируя странный вихрь размером в несколько десятков метров. В центре вихря появилось черное отверстие, изначально размером с кулак, но по мере вращения вихря оно становилось все больше и больше. Всего за несколько секунд оно увеличилось до размеров мельничного жернова, и из него исходили сильные пространственные колебания. Отверстие было черным, как смоль, и непостижимо глубоким, что делало невозможным увидеть, куда оно ведет. Хань Ли быстро взял себя в руки, наблюдая за странным проходом перед собой, затем закрыл глаза и направил к нему свое духовное чувство. Однако через несколько мгновений он открыл глаза, и на его лице появилась кривая улыбка. В проходе была какая-то странная сила, которая не пропускала его духовное чувство, мешая ему исследовать, что находится внутри. Этот всплеск силы был не слабым, но с его огромным духовным чувством он мог бы пробиться сквозь него, если бы захотел. Однако в данный момент половина его духовного чувства была посвящена изоляции его зарождающейся души от внешнего мира, поэтому он не мог приложить все свои силы. Постояв некоторое время на месте с нерешительным выражением лица, он решил прыгнуть в черную дыру. Внутри отверстия был проход диаметром около 3 метров, наполненный белым светом. Впереди виднелся темный выход, висящий в пространстве. Выйдя из него, Хань Ли тут же ощутил в воздухе ароматный запах. Он рефлекторно затаил дыхание и осмотрелся с нахмуренными бровями. Оказалось, что он находится в густом лесу, размером всего около 500 метров. Все вокруг было окутано плотным туманом. Похоже, это была небольшая секретная область. После краткого осмотра он обнаружил, что изначально цимира здесь не была настолько обильной, как в море черного ветра, так что это место не походило на рай для культивации. Большинство окружающих деревьев были высотой более 300 метров с идеально прямыми стволами, и только ближе к верхушкам появлялись ветви, поддерживающие большие зеленые кроны, отбрасывающие большие тени, из-за чего весь лес казался довольно темным и тусклым. В лесу росло очень мало кустарников, и животных тоже не было видно. В целом, это был лес, который определенно не изобиловал жизнью. Сквозь просветы между деревьями Хань Ли увидел открытое пространство, похожее на площадь в глубине леса. Он прошел через лес и обнаружил, что это не площадь, а просто поляна без единого дерева радиусом около 30 метров. В центре поляны рос только большой фиолетовый цветок. Формой он напоминал пион, но был размером с цветок лотоса. Он был полностью фиолетового цвета, с листьями, похожими на банановые, но его тычинки напоминали куриный гребень, что придавало ему весьма своеобразный вид. Этот цветок и был источником своеобразного аромата, который уловил Хань Ли. В нескольких метрах от цветка находилось двухэтажное деревянное здание высотой не более 10 метров.
Из-за ветхости и отсутствия ухода оконные и дверные рамы сгнили, большая часть крыши обрушилась, а по стенам рос скользкий мох, что придавало всему строению очень запущенный вид. Слева от входа в здание лежал серый труп, наполовину прислонившийся к стене позади него. Его скелетные руки были вытянуты вперед, как будто он тянулся к чему-то, а пальцы указывали прямо на большой фиолетовый цветок. Хань Ли некоторое время рассматривал труп, затем его глаза внезапно загорелись, и на его лице появилось странное выражение. Он быстро подошел к телу и присел, чтобы осмотреть его поближе. Одежда трупа уже сгнила и превратилась в лохмотья, напоминающие куски грязи, покрывающие тело, а на останках осел толстый слой грязи и пыли. Однако, несмотря на грязь и пыль, Хань Ли мог видеть, что кости под ними все еще слабо светятся, что представляло собой довольно интригующее зрелище и указывало на то, что труп принадлежал могущественному культиватору. Хань Ли легонько взмахнул рукой, и легкий ветерок мгновенно сдул одежду и мусор с останков, обнажив мерцающий белый скелет. Затем раздался звук падающего на землю предмета. Как оказалось, из схватки трупа выскользнули несколько нефритовых табличек и кольцо для хранения. Хань Ли поднял одну из табличек, осмотрел ее, затем приложил к своему лбу и влил в нее свое духовное чувство. На нефритовой табличке было лишь короткое послание: «Если потомок нашего клана Ло сумел попасть сюда, не пугайся. Я твой бог-предок, Ло Мэн, и я уже более 9000 лет нахожусь здесь в уединении с тех пор, как мой аватар был уничтожен. Я намеревался вырастить цветок рождения души, чтобы перековать аватар земного божества, но за 3000 лет до того, как цветок должен был достичь полной зрелости, на меня напали могущественные враги. Мне удалось убить врага, но, боюсь, раны, полученные мной во время битвы, слишком серьезны, чтобы от них оправиться. Через несколько мгновений Хань Ли открыл глаза и тихо вздохнул. Оказалось, что Ло Мэн погиб здесь более 1000 лет назад, а все люди его племени все еще пребывали в полном неведении. Однако, возможно, именно поэтому новости об этом не дошли до внешнего мира. В результате, несмотря на то, что раса Холодного Кристалла и другие противоборствующие силы острова Темной Завесы уже жаждали урвать свой кусок пирога, они ждали до недавнего времени, прежде чем начать свои атаки. Это было светлым пятном на фоне мрачных событий. Глава 95. Неисправность флакона, контролирующего небеса. Вместо того, чтобы убрать нефритовый жетон, Хань Ли положил его рядом с останками Ло Мэна. Даже будучи мертвым, тот смог оставить после себя последние слова. Намеренно ли он умалчивал о своей скорой кончине, чтобы отсрочить нападение противоборствующих сил, узнать было невозможно. Однако в конце своих последних слов он упомянул, что если кому-то из его клана удастся вознестись к бессмертию, то они смогут использовать оставленные им материалы, чтобы перековать аватар земного божества и стать новым богом-предком острова Темной Завесы. Говорят, что те, кто стремится к великому Даа, часто бывают бессердечны и равнодушны, но поскольку путь земного бессмертного основывается на кровных узах и вере, земные бессмертные имеют больше связи с другими, чем обычные бессмертные, и поэтому они менее отстранены и апатичны. Соратник по Даа Ло Мэн, я не могу стать новым богом-предком острова Темной Завесы, но я сделаю все возможное, чтобы защитить ваш клан и ваш народ. Взамен я возьму материалы, которые вы оставили в качестве компенсации, сказал Хань Ли, обращаясь к останкам. Затем он отвел взгляд, поднял один из оставшихся нефритовых жетонов на земле и приложил его к своему лбу. Через несколько мгновений на его лице появилась слабая улыбка. Этот нефритовый жетон содержал метод перековки аватара земного божества, и это было именно то, что он сейчас искал. Согласно методу, указанному в жетоне, процесс перековки аватара земного божества был не только чрезвычайно сложным, но и требовал редких и разнообразных материалов. Самым особым и жизненно важным материалом среди них было духовное растение, известное как цветок рождения души. При перековке аватара земного божества нужно было использовать целый цветок и извлечь из него эликсир рождения души, прежде чем перековать его вместе с другими материалами. Чем старше был цветок, тем лучше был эффект, который он оказывал на процесс перековки, и тем разумнее был перекованный аватар. Однако он должен был быть как минимум 10 000 лет. В противном случае он не смог бы проявить душу для аватара. Если бы цветку было более 100 000 лет, то проявленная им душа была бы близка к совершенству. В конце нефритового жетона также приводилось описание цветка рождения души, в котором говорилось, что до достижения 100-летнего возраста у растения будут только листья, а цветов не будет. Только после достижения 100-летнего возраста на растении распустится белый цветок, а через 1000 лет лепестки цветка станут из белых красными. Через 5000 лет лепестки изменят цвет с красного на фиолетовый, а затем на еще более темный оттенок фиолетового через 8000 лет, при этом у них появятся тычинки в форме куриного гребня. По достижении 10 000-летнего возраста на каждом лепестке цветка появится золотая полоса, и с каждыми последующими 10 000 лет будет появляться новая полоса.
Что касается того, будут ли у него какие-либо другие изменения после 10 тысяч лет, то в нефритовом жетоне об этом не было никаких записей, возможно, потому что 100-тысячелетние экземпляры этого цветка были слишком редки. Помимо того, что этот цветок использовался для перековки аватаров земного божества, он также был чрезвычайно полезен для земного бессмертного, помогая ему преодолеть узкие места в культивации. Однако процесс выращивания был крайне сложным, и почти не осталось экземпляров старше 1000 лет. Следовательно, даже экземпляры старше 5000 лет были чрезвычайно редки даже во всем море Черного ветра, не говоря уже о 10-тысячелетних экземплярах. Спрос на цветок значительно превышал предложение, и часто случалось так, что на рынке такой цветок невозможно было найти, сколько бы денег ни предлагали. Большой фиолетовый цветок рядом с Ханли, естественно, был ничем иным, как цветком рождения души, и, судя по его внешнему виду, ему должно было быть уже более 8000 лет. Если бы он появился в море Черного ветра, то, несомненно, развязал бы войну между бесчисленными земными бессмертными. На лице Ханли появилось задумчивое выражение, когда он поднял еще один нефритовый жетон. Содержимое, записанное в этом жетоне, было довольно особенным. Мало того, что он был написан особым образом, но и смысл, который он пытался передать, был чрезвычайно сложным и глубоким. Поначалу Ханли был несколько озадачен тем, что видел, но после тщательного изучения он с радостью обнаружил, что нефритовый жетон содержит метод управления силой веры. Сюда входил метод использования силы веры, а также то, как преобразовать ее в магическую силу и как использовать ее для проявления силы законов. Что касается последнего оставшегося нефритового жетона, то он содержал записи о прозрениях Ломмена в культивации, а также его анализ, касающийся культивации богопредка. Ханли лишь кратко просмотрел этот жетон и не стал вникать в детали, но некоторые моменты привлекли его внимание. Из-за особого географического положения моря Черного ветра площадь моря здесь значительно превышала площадь суши. Следовательно, из всей изначальной мира здесь наиболее распространенным типом была водная атрибутика. В результате здесь было гораздо проще культивировать и проявлять законы воды, чем другие типы силы законов. Кроме того, из-за особенностей географии здесь силы тех, кто использовал законы воды, усиливались, что давало им естественное преимущество перед обладателями других типов силы законов. Именно поэтому здесь было гораздо проще найти писания земного бессмертного, связанные с законами воды, и, как следствие, во всем море Черного ветра наблюдался острый дефицит всех ресурсов, содержащих силу законов воды, из-за чего велось множество войн разного масштаба. Убрав эти 3 нефритовых жетона, Ханли перевел взгляд на кольцо для хранения и начал осматривать его содержимое. Как и ожидалось, кольцо содержало материалы для перековки аватара земного божества с водной атрибутикой, упомянутые в предыдущем нефритовом жетоне, в том числе тот же синий кристаллический материал, который был использован для создания головы статуи Ломена. Ханли без колебаний убрал все эти предметы, затем снова обратил внимание на цветок рождения души неподалеку. Подумав немного, он подошел к цветку, снял с шеи флакон, контролирующий небеса, вытащил пробку и осторожно вылил на цветок каплю зеленой жидкости, находившейся внутри. Эта капля зеленой жидкости появилась еще до его ухода из царства духовной сферы. Однако после прибытия в море Черного ветра он потратил все свои силы на снятие цепей, сковывавших его зарождающуюся душу, поэтому до этого момента у него не было возможности использовать каплю зеленой жидкости. С помощью этого флакона он определенно сможет вырастить цветок до 10 тысяч лет, а если позволит время, то он даже планировал вырастить его до 100 тысяч лет. После этого он обыскал весь лес и деревянное здание, но не обнаружил ничего больше достойного внимания, поэтому вернулся в свою тайную комнату через пространственный проход. В тот момент, когда он вышел, весь пространственный проход начал дрожать и гудеть, испуская огромное количество белого света, затем быстро уменьшился и исчез без следа. Белый нефритовый значок снова появился с мерцающим на его поверхности духовным светом. Он парил в воздухе, испуская слабые пространственные колебания. Ханли схватил значок и убрал его в свой браслет для хранения. По-видимому, этот значок был ключом к последнему пристанищу богопредка Ломена. Теперь, когда ограничение на значке было снято, он, по сути, был сокровищем домена, которое определенно пригодится в будущем. Подумав об этом, Ханли сел, скрестив ноги, в тайной комнате, затем достал нефритовый жетон, содержащий метод перековки аватара земного божества, и внимательно изучил его. Время шло, и небо постепенно темнело. Вскоре на небе появилась яркая полная луна, возвещая о наступлении ночи. Внезапно Ханли открыл глаза и поднялся на ноги, затем во вспышке оказался во дворе. Он посмотрел на луну в небе, снял с шеи флакон и поставил его на землю. Не прошло и немного времени, как с небес на маленький флакон упали лучи белого света, образуя множество белых точек. Вскоре вокруг флакона появилось огромное белое гало, представлявшее собой ослепительное зрелище. Увидев это, сердце Ханли слегка встрепенулось. Феномен, возникший в результате поглощения лунного света флаконом, контролирующим небеса, был гораздо более впечатляющим, чем в царстве духовной сферы.
Там капля зеленой жидкости могла образовываться каждые 2 дня при достаточном количестве лунного света. Учитывая нынешнюю ситуацию, возможно ли, что капля зеленой жидкости будет образовываться всего за 1 день, эта мысль несколько взволновала Ханли, и он взмахнул рукой, выпуская руническую печать, создавая слой лазурного света, который охватил феномен, происходящий вокруг флакона, контролирующего небеса. После этого он сел, скрестив ноги, рядом с маленьким флаконом и достал тот же нефритовый жетон, что и раньше, чтобы продолжить чтение. Ночь быстро прошла, и Ханли снова открыл глаза, прежде чем развеять слой лазурного света взмахом руки. Однако, когда он поднял флакон, контролирующий небеса, на его лице появилось удивление. Пробка флакона не поддавалась, что означало, что зеленая жидкость не образовалась. «Возможно, все еще нужно 2 дня», — пробормотал Ханли про себя, пожав плечами, затем снова закрыл глаза и продолжил изучать содержимое нефритового жетона. Только после того, как день сменился ночью и снова появился феномен, возникающий в результате поглощения флаконом лунного света, он наложил на флакон тот же слой лазурного света для маскировки. Однако на следующее утро Ханли к своему изумлению и беспокойству обнаружил, что флакон все еще невозможно открыть. Неужели изначальная ци-мира в царстве бессмертных не так обильна, как в царстве духовной сферы? Подумал он, но тут же отбросил эту абсурдную мысль. В ту ночь он снова поставил флакон, контролирующий небеса, во дворе, и на этот раз он ничего не делал, а просто смотрел на флакон всю ночь. Он не заметил ничего необычного, пока флакон поглощал лунный свет, но на следующее утро зеленой жидкости все еще не было, и Ханли начал немного волноваться и расстраиваться. Помимо его проницательности и осторожности в принятии решений, основным фактором, который позволил ему достичь такого уровня в культивации, был флакон, контролирующий небеса. Если бы флакон, контролирующий небеса, потерял способность производить зеленую жидкость, то он лишился бы своего самого ценного актива для культивации. Например, без помощи флакона, контролирующего небеса, ему было бы крайне сложно заполучить 10-тысячелетний цветок рождения души. Однако делать выводы было еще рано. В конце концов, это было царство бессмертных, и оно отличалось от царства духовной сферы. Поэтому он не терял надежды и продолжал попытки. 4-й день прошел без образования зеленой жидкости. То же самое произошло на 5-й и 6-й день, в мгновение ока прошло более 10 дней. Ночью флакон, контролирующий небеса, как обычно, поглощал лунный свет, но зеленая жидкость не образовывалась. В своей тайной комнате Ханли смотрел на флакон с мрачным выражением лица. Даже в царстве смертных флакону требовалось не более 7-8 дней, чтобы произвести каплю зеленой жидкости, но теперь прошло вдвое больше времени, а флакон все еще был совершенно пуст. Такого никогда раньше не случалось, и он совершенно не знал, что делать. За это время ему в голову пришли 2 возможные причины. Первая заключалась в том, что, возможно, это было связано с его возвращением в царство бессмертных. Согласно словам Маляна, истинного бессмертного, спустившегося в царство духов, флакон, контролирующий небеса, принадлежал одной из главных сил в царстве бессмертных, известной как храм Daa-9 начал. Теперь, когда флакон вернулся в царство бессмертных, было вполне возможно, что в нем произошли какие-то изменения, которые он не мог обнаружить. Вторая возможность заключалась в том, что на флакон повлиял луч света, пропитанный силой законов, которым он был поражен во время битвы Ханли с одноглазым гигантом. Ханли тихо выдохнул, и в его глазах появилось спокойствие. Флакон, контролирующий небеса, был его самым важным сокровищем, но это не значило, что он не мог жить без него. Более того, ничто не указывало на то, что флакон полностью утратил способность производить зеленую жидкость. По крайней мере, он все еще поглощал лунный свет каждую ночь, так что ему оставалось только ждать и наблюдать.